Здравствуйте, дорогие любители вязания! Предлагаю вам связать сегодня вот такую красивую фигурную резинку. Посмотрите, какая она интересная. Это узор номер 195 из книги японского дизайнера Хитоми Шида «260 узоров для вязания на спицах». Я быстренько хочу пробежаться по схеме. Как всегда, когда мы вяжем узоры по японским схемам. Вот схема этого узора. Раппорт узора составляет 10 петель в ширину и 18 рядов в высоту. Как провязывать все эти элементы, для кого-то еще непонятные, кто с нами вяжет первый раз, кто первый раз прикоснулся к японским узорам. Схема будет перед вами в процессе вязания, и мы будем все это провязывать, все это я вам покажу. Единственное, что я хочу сказать, я внесла изменения. Вот первые два ряда, вот показано, мы вяжем резинку, и первый ряд провязан лицевыми петлями, второй ряд идет для подготовки уже к узору, уже показаны лицевые и изнаночные петли. Но если мы вяжем резинку, я не вижу смысла провязывать лицевыми петлями первый ряд. Ну давайте сразу и будем с резинки начинать. В общем, первый ряд я провязываю как второй. И еще в узорах, где начинаются сразу после кромочной, идут дорожки из лицевых скрещенных петель, я советую после кромочной провязать одну изнаночную петлю. Она не будет входить в раппорт узора, но благодаря этому узор будет выглядеть, вот этот первый ряд, он будет выглядеть так, как он должен выглядеть, рельефный. А когда мы не провязываем, здесь вот я провязывала после кромочной изнаночные петли. А если не провязывать, то у нас кромочные петли сливаются вместе с лицевыми скрещенными, и здесь получается такое вот непонятное, нелепое утолщение. В общем, я вот не хочу даже, чтобы оно было. Когда мы вяжем по кругу, понятно, что мы сразу начинаем вязать. Вот, если резинку по кругу вяжем, мы сразу начинаем вязать с первого ряда. Если мы вяжем поворотными рядами, я советую после кромочной провязывать изнаночную петлю. Вот давайте мы сейчас с вами провяжем образец без этой изнаночной петли и сравним с тем, что у меня на образце. Так, что я тут еще не сказала. Все петли в японских схемах показаны так, как они выглядят на лицевой стороне изделия. Вот. И поэтому, глядя на схему, уже можно включить воображение и представить себе узор. Да? Видно 3 вертикальные дорожки из лицевых скрещенных петель и одна дорожка уже ажурная. Вот они, чередуются. И по этим схемам очень легко вязать по кругу. Просто вяжем все петли, читая все ряды справа налево, и вяжем по кругу все лицевыми рядами, деля их на четные и нечетные. А при поворотном вязании вот под каждой схемой у Хитоми Шида показано, что обозначает пустая клеточка. Пустая клеточка – это изнаночная петля на лицевой стороне, но если мы вяжем поворотными рядами, то на изнаночной стороне мы будем вязать ее лицевой петлей. И точно так же вот лицевая скрещенная петля на лицевой стороне, в изнаночных рядах мы будем вязать ее изнаночной скрещенной петлей. Все, давайте будем начинать. Итак, набираем на спице 12 петель вместе с кромочной. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная. Второй изнаночный ряд, петли провязываем по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Там у нас еще будут накиды, накиды мы будем провязывать изнаночными петлями. Третий лицевой ряд.
Сразу после кромочной провязываем лицевую скрещенную петлю. Я вяжу бабушкиными петлями, поэтому лицевую скрещенную петлю я провязываю, вот простую лицевую я бы сейчас провязала вот так, а лицевую скрещенную я провязываю, поднимая петлю за заднюю стенку, разворачиваю ее и провязываю лицевой. Петля у нас развернулась. Далее будет 1 изнаночная и снова лицевая скрещенная. Те, кто вяжет классикой, у них петля лицевая лежит вот так, и лицевая скрещенная, им нужно провязывать лицевую скрещенную просто вот за заднюю стенку. Она у нас тоже разворачивается, петля. Но я вяжу бабкиными петлями, и поэтому лицевую скрещенную я провязываю вот так. Далее будет изнаночная, снова лицевая скрещенная, изнаночная, и вот 3 петли, дорожка из 3 лицевых петель провязывается здесь так, в 3-м ряду, делается накид, и 3 петли нужно провязать вместе лицевой так, чтобы средняя петля легла по центру. Переносим 2 петли на правую спицу, не провязывая, меняем их местами, выставляя 2-ю петлю на 1-е место. Возвращаем все петли на левую спицу и провязываем 3 вместе лицевой. Вот у нас средняя петля по центру лежит. Далее делаем накид и 1 изнаночная в конце ряда. В 4-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Только там, где мы вязали лицевые скрещенные, мы будем вязать изнаночные скрещенные. Вот смотрите, 4-й изнаночный ряд, лицевая, 3 изнаночных, лицевая. И вот дальше у нас изнаночная петля, мы будем ее вязать изнаночной скрещенной. Вот простую изнаночную я бы сейчас вот так провязала, а изнаночную скрещенную тоже подхватываю сзади петлю и провязываю ее изнаночной. Далее лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. 5-й лицевой ряд, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Далее 1 лицевая, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля в конце ряда. В 6-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, только где вязали изнаночные лицевые скрещенные, их уже хорошо видно на лицевой стороне, мы будем провязывать их изнаночными скрещенными. Вот так. Я показываю еще раз. Разворачиваем петли. И в дальнейшем изнаночные ряды вы будете вязать самостоятельно. Вот уже хорошо видно лицевые скрещенные петли на лицевой стороне. И вы уже, если будете сомневаться, когда вяжете изнаночную сторону, вы можете заглянуть на лицевую сторону. 7-й лицевой ряд, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Далее изнаночная, 3 лицевых и 1 изнаночная. В 8-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, только не забываем про изнаночные скрещенные в конце раппорта. Девятый лицевой ряд мы вяжем точно так же, как вязали 3-й. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Изнаночная петля, накид, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру. Можно вот так еще это провязать. Снимаем 2 петли, вот так, чтобы они у нас как лицевые лежали, вот как при классическом вязании, лицевые петли. Затем разворачиваем эти 2 петли вот таким образом и возвращаем их на левую спицу и провязываем 3 вместе лицевой. И вот у нас снова 3-я петля лежит по центру. Далее накид, изнаночная петля.
В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Не забываем про изнаночные скрещенные. 11 лицевой ряд мы вяжем точно так же, как вязали 5. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 13 лицевой ряд, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 3 лицевых, изнаночная петля. В 14 петли по рисунку. Не забываем про изнаночные скрещенные петли. Мы провязали 14 рядов. Теперь смотрим внимательно на схему. И мы видим, что 15, 16, 17, 18 ряды вяжутся точно так же, как мы вязали 3, 4, 5, 6 и 9, 10, 11, 12. Давайте провяжем самостоятельно эти ряды, эти 4 ряда. Вот смотрите, мы провязали 18 рядов. И вот посмотрите, что я вам говорила про дорожку из лицевых скрещенных петель, если она вяжется сразу после кромочной петли. Посмотрите, как она отличается от этих двух дорожек, хотя это та же самая лицевая скрещенная петля. Нет, вот так вот лучше. Видите? Поэтому я просто советую вязать после кромочной изнаночную петлю. Тогда вот эти все 3 дорожки будут одинаковые. Ну вот и все. Связали 1 раппорт в ширину, 1 раппорт в высоту. Я, кстати, вот не сказала, я не помню, вначале говорила или нет, что резинка форму держит достаточно хорошо. И вот лицевая гладь, связанная после резинки, я не прибавляла ни одной петли. Можно увидеть, как она полотно стягивает. Ну, еще, конечно, зависит от пряжи. Хлопок, допустим, не будет так стягивать. Ставьте лайки, если вам понравился узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Приглашайте к нам своих друзей. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!